Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 24 апреля, среда. Мы переходим к стратегической задаче. И для того, чтобы я вам продемонстрировать, как ее видят в Вашингтоне, я хочу ознакомить вас с меморандумом, написанным генералом Уэсли Кларком, бывшим верховным главнокомандующим войсками НАТО в Европе, четырехзвездный американский генерал, один из умнейших политиков, военных стратегов, которые есть в Соединенных Штатах Америки и вообще в западном мире. Я вам скажу только вот приведу один пример. Где-то к апрелю-маю 22 года, то есть только первые месяцы российской агрессии, и он сформулировал первым, что нужно для того, чтобы повернуть вспять развитие событий на линии соприкосновения. Он сказал, что война будет проиграна Украиной, причем достаточно быстро, если мы, сказал он, не создадим не менее 9, он начал с 9, на самом деле их потом оказалось гораздо больше, с 0 бригад для ВСУ. Речь шла о создании их в Европе. То, что потом начало делаться на промышленной основе. То есть американцы и европейцы поставляют оружие, из Украины приезжают бойцы, их тренируют и формируют целые бригады. И потом это оказалось основным направлением подготовки к контрнаступлению. И их было подготовлено гораздо больше, чем 9, которые он сначала говорил. То есть то, что он сказал, потом было исполнено. И он первый это увидел. Ну и надо сказать, что он большой друг Украины, очень хорошо знает, что там происходит. Причем не только то, что ему рассказывают официальные лица Украины, но он и знает всю подноготную, что происходит там за занавесом, скажем так. Очень глубоко осведомленный человек. Так вот, значит, он написал меморандум открытый президенту Соединенных Штатов Америки. Именно не президенту Байдену. И однозначно, потом вы увидите, этот меморандум не адресован президенту Байдену, потому что если Байден, не дай бог, станет президентом, то все это не будет иметь никакого смысла. Это все невозможно будет осуществить. Речь идет о президенте Соединенных Штатов Америки, который должен быть гораздо моложе, чем Байден и Трамп, гораздо более полон сил, энергии, иметь развитый интеллект, в отличие, скажем, от Трампа, и который проработает 2 срока, потому что вот для решения этих задач необходимо как минимум 2 срока. Итак, это блестящий просто документ. Я вам зачитаю из него отрывки, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Итак, главное. Эпоха после Холодной войны закончилась. Наступает новая геополитическая эпоха, которая требует нового видения и стратегии. Первый раздел. Что необходимо в нынешней ситуации? Для Соединенных Штатов необходимо признать реальность, где мы находимся. И что же это за реальность? Первое. Соединенные Штаты сталкиваются с все более тесно связанной группой авторитарных государств. Вы их все знаете уже. Это ось зла, как ее называли. И дальше интересно, как он их перечисляет. Совсем недавно возглавлял эту группу противников Соединенных Штатов с точки зрения всех политиков и аналитиков в Америке Китай. Генерал Кларк пишет: Россия в союзе с Китаем, а теперь еще с Ираном и при поддержке Северной Кореи находится в центре усилий по разрушению нынешнего миропорядка, разделу мира на сферы влияния. То есть вот на таком высоком уровне генерал говорит, что главный враг – это не Китай, это все-таки на данном этапе Раша. Хотя бы потому, что она более безбашенная, в смысле руководства ее, и она более агрессивная, она более отвязная. О том, что Раша, а не Китай, является сейчас вот главным врагом Соединенных Штатов и вообще всего цивилизованного мира, мы с вами на этом канале говорили месяцы назад. Потому что прежде чем готовиться к Китаю, когда это еще будет, надо расправиться вот с этой псиной в лице Мордора. Второе. Потенциальные противники США все еще склонны применять силу.
Это агрессия против Украины. Ну и совсем недавно, последний пример, это массированный удар Ирана по Израилю. Также угрозы Северной Кореи о том, что они не воспринимают уже Южную Корею типа как братскую или тоже Корею. Теперь это открытый враг. Следующее. Ядерное оружие снова имеет значение. Раньше считалось, даже в эпоху Холодной войны, что его значение состоит в том, что он сдерживает другую сторону и делает таким образом войну невозможной. Иначе погибнут все. Но Кремль, Раша, Путин сделали ядерное оружие оружием блефа, который стал главным оружием в современной России. И так получилось, что это оружие оказалось весьма эффективным, поскольку в некоторых кругах западных государств возник открытый страх перед конфронтацией с ядерной державой Рашей. И в результате непоследовательность действий, а в результате подрыв доверия к властям США во всем мире. С этим нужно заканчивать. Нужно понимать, что это блеф. Кстати, генерал Ходжес тоже говорит, он категорически не верит, что Раша когда-то примет ядерное оружие, потому что с практической точки зрения она не решит ни одну из своих проблем при помощи ядерного оружия. Вооруженные силы, основанные на добровольном рекрутировании, а также поддерживающие эту, такую армию, наемную, что ли, армию, поддерживающие эту армию оборонная промышленность в Соединенных Штатах, находятся в беде. Армия и флот слишком малы, не в смысле вооружений, не хватает личного состава. Целые корабли плавают с недоукомплектованным экипажами. То же касается и армии. Единственное, кто нормально укомплектован личным составом, это морская пехота и ВВС. То есть надо что-то с этим делать. То есть фактически призыв хотя бы частично вернуться к призыву, с которым было покончено, если я не ошибаюсь, аж в 1973 году по окончанию Вьетнамской войны. То есть во времена Холодной войны 1973 года не было призыва. Теперь считается вопрос настолько острым стал, что нужно рассматривать полностью, частично призыв. Кроме того, нужно проводить экстренную и крупную реформу военно-промышленного комплекса. До сих пор Соединенные Штаты производили оружие, вот как они шутили, как товары для бутиков, в ограниченном количестве, высочайшего класса, но в ограниченном количестве. Считалось, что их будет достаточно для решения задач. Теперь же вторжение Кремля в Украину продемонстрировало, насколько интенсивной по вооружению будет война между крупными державами. Снаряды нужны, пушки нужны, помимо экзотических видов вооружения. Следующее. Экономические санкции США оказываются неадекватными, а иногда даже контрпродуктивными. Тоже надо решать вопрос. 6 пункт. Усилия США по привлечению и завоеванию стран Юга, в основном при помощи мягкой силы, убеждения, экономического вовлечения, других конфет, терпит неудачу. Юг идет за Китаем в основном. Ну, а там же, рядом с Китаем, и Рашинская Федерация, которая пытается это дело использовать в своих интересах. 7 пункт. Сама политическая система США превратилась в крупный театр военных действий. Это вообще потрясающе, вы вдумайтесь в это. На котором другие страны пытаются вести свои боевые действия против США, под этим имеется в виду манипулировать и нарушать демократические процессы в США в своих целях. То есть это имеется в виду усилия Раши с 2016 года. Тогда они делали это, пытались еще скрывать. В последнее время они делают это нагло, широкомасштабно. И вот эта наглость и широкомасштабность, которые в конце концов привели к провалам, к разоблачению целой путинской пятой колонны в американском политикуме, в частности в Конгрессе Соединенных Штатов,
Не только среди в Палате представителей, но и среди сенаторов есть там такие же вот трамповские псы. Но они переиграли. Слишком много сил и средств задействовали, получилось чрезмерно. А вот в таких операциях чрезмерность, она влияет качество работы. То есть такого никогда не было. И с этим надо заканчивать. Это надо выжигать каленым железом. Я вам сказал так. Вы помните, есть такое понятие эпоха маккартизма в Америке, которое во времена Советского Союза пугали советских людей. Что там какой-то страшный сенатор Маккарти развернул охоту на ведьм, там, преследовал тысячи ни в чем не повинных американцев. Да ничего подобного. После окончания Второй мировой войны был проведен проект на основании того, что американцы сумели взломать коды спецслужб Советского Союза. И в результате они расшифровали те телеграммы, которые в годы Второй мировой войны исходили, значит, из советского посольства Вашингтона в Москву. И оказалось, что количество советских агентов, НКВД прежде всего, оно просто зашкаливало. Скажу один пример. Министерство финансов Соединенных Штатов, вот если стоять к Белому дому лицом, то слева красивое большое здание Министерства финансов, которое тогда возглавлял Моргентау. Так вот, не было ни одного дня, в течение которого во время Второй мировой войны в кабинете Моргентау не встретились бы два агента российских спецслужб. Не просто один там зашел, а два сразу встречались. Но это можно объяснить, понимаете. Американцы, они люди простодушные. Им сказали, что Советский Союз – союзник. Организация стратегических служб США – это предшественник ЦРУ. Они, так по большому счету, не проводили никаких серьезных шпионских и диверсионных операций в Европе. Они в основном занимались созданием рекламных роликов телевизионных вместе с Голливудом, описывая, какая великая страна Советский Союз, какие великие люди, с ними надо дружить. И здесь, значит, царила, любовь ко всему советскому. Это можно было объяснить, потому что, да, советские войска несли основные потери во время войны и так далее. И вот американцы, им говорит же собственный Голливуд, и говорит собственная спецслужба, что это наша страна, это наши чуть ли не братья. Я смотрел один из этих фильмов. Слезы наворачиваются. Хочется обнять весь Советский Союз и зарыдать вместе с ним от радости. Но и в таком порыве любви и дружбы люди начали помогать. Раз это наши союзники, значит, наверное, ему можно и секретный документ передать. Вот так, по простоте, по глупости, так они все вляпались. Но сейчас это не за идею происходит. Сейчас это главное через коррупцию, через бабы. Короче говоря, такого не было в годы Холодной войны, после окончания маккартизма. До такой вакханалии работы иностранных спецслужб на территории США, в том числе через пропаганду, в том числе через интернет и YouTube, такого не было, до 2016 года это точно. Уэсли Кларк говорит о том, что с этим надо заканчивать. Категорически выжигать каленым железом. Теперь, что он рекомендует? Рекомендация по восстановлению мощи Соединенных Штатов. В эту новую эпоху Соединенные Штаты должны укрепить свою мягкую силу за счет укрепления жесткой силы. Вы знаете, что такое мягкая сила? Это пример, сила примера. Хорошая, великая держава, щедрая держава, всем помогает, всем деньги дает, всем строит все там и так далее. Жесткая сила – это армия, вооруженные силы, спецслужбы, умение наказать нехорошего хулигана на международной арене. Так вот, для этого есть экономические предпосылки. Экономика, восстановление экономическое после ковида у Соединенных Штатов лучше, чем в любой стране западного мира. Да не только западного, гораздо лучше, чем в Китае, чем в Японии. Наиболее важными это нужно предпринять действия внутри страны. Вот где вся проблема. Запустили ситуацию внутри страны. Если мы, американцы, не сможем управлять сами собой эффективно, все остальное будет бесполезно. Какие золотые слова. Человек, как говорится, зрит в корень. Наконец-то надо то, что произошло после 2016 года, когда Трамп пришел к власти. Нужно все это изменить и все направить
правильное русло. То есть это ссылка на трампизм. Тот удар, который он нанес внутри страны. Это раскол людей здесь, раскол на два лагеря всей страны. Это распространение коррупции, это создание пропутинской пятой колонны или путинской партии здесь, в политикуме, когда, не стыдно, стало не стыдно американцам говорить, что Россия – это страна христианская, а Украина – это страна, где исповедуют сатанизм. То есть такого невозможно было услышать, такой ахинеи в годы Холодной войны. Что для этого нужно сделать? И опять удар по трампизму. Нужно закрепить святость политической системы США в качестве высшей ценности страны. То есть прекратить эти попытки трампистов расшатать страну, нарушить закон, продекларировать, как это говорит Трамп, что президент должен быть вне закона, что у него должен быть иммунитет от любого судебного преследования. Это смерть системы, которую проповедует сам Трамп и поддерживает, значит, та же самая МАГА. Что это означает? Это значит устроение иностранного влияния на выборы и формирование политики США. Правительство США должно укрепить свои основные контрразведывательные функции, защитить свои службы безопасности, которые Трамп собирается уничтожить, потому что это часть неотъемлемая так называемого Deep State, глубинного государства. Защитить эти службы безопасности от политических махинаций последних лет. Трамп. То есть Трамп нанес по этому всему сильнейший удар. Поэтому для того, чтобы исправить ситуацию в США, нужно задавить трампизм в качестве и МАГА как его политическую силу. А для этого нужно жестче применять закон о регистрации иноагентов. Жестче. Трудно поймать и посадить в Америке человека за шпионаж. Для этого нужны неопровержимые доказательства. То есть его надо за руку поймать буквально там, при получении информации или передаче информации. А вот регистрация иноагентов. У меня, по-моему, такое впечатление, что та же Тейлор Грин давно бы надо бы задать ей вопрос, почему она не зарегистрирована в качестве российского агента. Там еще один жучок есть в Сенате. Сегодня, наверное, будет выступать. Джей Ди Вэнс, который говорит, что не надо принимать не надо Сенату принимать этот закон о помощи Украине. Вот придет Трамп, станет он президентом, он разберется, давать помощь Украине, давать и как давать. То есть опять эта тягомотина идиотская. Следующее, что должны сделать Соединенные Штаты, укрепить силы ядерного сдерживания. Во времена Холодной войны Соединенные Штаты соединили свои ядерные силы с европейскими. Они развернули на европейском континенте ядерные боеголовки наземного базирования. Потом, после окончания Холодной войны, их убрали. Остались боеголовки воздушного базирования, о которых я вам рассказывал, Б-1-12. И сейчас в Польше собираются их разворачивать, и в других странах Восточной Европы. Но он предлагает пересмотреть вообще в корне стратегию и разместить там еще и тактическое ядерное оружие наземного базирования. Это то оружие, которое, как Кремль утверждает, он разместил на территории Беларуси. Нужно вернуть обратно и эти боеголовки, заряды, а также модернизировать их, а также средства их доставки. Затем, третий пункт. Обязательства. США должны взять на себя торжественное обязательство оказать Украине необходимую поддержку, чтобы вытеснить российские войска с ее территории. Агрессия России в Украине стала лакмусовой бумажкой для всего международного порядка, основанного на законе, на правилах. Победа над этой агрессией, а не просто прекращение боевых действий в Украине, является важнейшим условием поддержания верховенства международного права и предотвращения более широкого конфликта. Правительство США должно объявить эту цель, поражение России, своей политикой и поддерживать ее не только оружием, боеприпасами, разведданными и обучением, но и полноценной информационной кампанией в широком смысле слова. Важнейшая, последняя информационная кампания, как мы с вами в последнее время об этом говорили и убедились. Потому что победа или поражение начинается в голове. Вот этот пункт – это пункт о стратегическом поражении России. Дальше идет усиливать сдерживание Китая.
путем развертывания дополнительных военно-морских соединений, там, развития блоков, системы блоков, которые бы окружали Китай, соседние государства, там, Австралия и так далее. Следующее, по поводу Ирана. Мы должны заставить руководство Ирана сделать выбор между стремлением к гегемонии в регионе и выживанием своего режима. Хотите выжить? Прекращайте бороться за гегемонию. Будете бороться с гегемонией, вас не будет. Вашего руководства и вашей политической системы. Нужно изменить политику США, которая имеет место сейчас в отношении Ирана. А это нежелание или недопущение эскалации, чтобы только не было эскалации. Поменять эту политику на политику покончить с этой осью зла, куда включается, имеется в виду региональная ось зла во главе с Ираном, которая включает хуситов и всю эту сеть террористических организаций. Их нужно уничтожить. Соединенные Штаты должны незамедлительно прекратить просить Россию о оказании помощи в позитивном влиянии на Иран. Это действительно идиотизм. Ну, как в этой ситуации, когда Россия является главным врагом Соединенных Штатов Америки, вступать с ними в контакт для того, чтобы попытаться через них добиться каких-то позитивных политических решений. Ну, чушь полная. Тем не менее, это при Обаме делалось, это при Байдене делалось, и все это псу под хвост, все это было бесполезно, напрасно потерянное время. А напрасно потерянное время – это проигрыш. То есть никакого сотрудничества с Ираном, никакого сотрудничества с Рашей, что самое главное, не только по Ирану, да вообще по всем вопросам. Сейчас Раша кокетничает. Типа, они же вышли из нескольких договоров о ограничении стратегических вооружений. Типа, нас не волнует количество ядерных боеголовок. Да как оно их не волнует? Американцам нарастить эти ядерные боеголовки до расплюнуть в течение года. А вот у Раши это проблема. То есть еще проблема, если у них вообще какое-то количество действующих этих ядерных боеголовок. Некоторые специалисты считают, что нет. Или на мизере это все находится. Так вот, значит, надо заканчивать вести эти разговоры с врагом о достижении совместными усилиями каких-то позитивных результатов. Потому что это опять-таки ты должен, если ты просишь его что-то для тебя сделать, ты должен оказать какую-то ответную услугу. А какую услугу можно оказывать врагу? Она будет, если обращаться к врагу с такой помощью, он будет это использовать только для манипуляции. Ну и усиливать сдерживание Кореи, Северной Кореи. Сохранить лидерство США в кибер- и космических войнах. Затем усилить финансовую мощь Соединенных Штатов Америки, создать международную финансовую корпорацию, через которую вливать деньги в страны Юга и таким образом вытащить их из-под влияния прежде всего Китая, ну и там на задворках за Китаем маячит Россия. И вот теперь самое главное. Может ли демократическое общество, такое как Соединенные Штаты, подверженное частой политической перетряске, которая происходит в результате регулярных выборов, включая те, которые сейчас в полном разгаре, разработать долгосрочную стратегию, которая здесь описана, устранить высокие риски и взять на себя бремя лидерства, которого требует новая геополитическая эпоха? Вопрос. От ответов на эти вопросы зависит безопасность Соединенных Штатов и основанной на правилах международной системы. Суровые истины требуют жесткого выбора. Соединенные Штаты не могут позволить себе уклониться от них. И это то, с чего я начал изложение этого меморандума. То есть, когда выборы каждый президента каждые 4 года, а вообще выборы в Конгресс каждые 2 года, и каждые 2 года система может трясти, как ее трясет не по-детски после предыдущих выборов в Палату представителей. В Украине, это, к сожалению, на Украине это отразилось больше всего. Как можно разрабатывать и осуществить вот эту стратегию, которая требует усилий, координации и напряженной последовательной работы в течение длительного времени. Тут даже одного президентского срока мало. Нужно как минимум 2,
и они должны быть последовательны. Что-то надо делать, пишет генерал Кларк. И что делать? То есть принимать конституционное решение о том, чтобы президент был на 7 лет, допустим. Окей, но если таким президентом окажется президент Трамп, то это все, это конец Соединенным Штатам Америки. То есть минимум для осуществления этой стратегии, как это я вижу, нужно 2 срока президентских, когда в Белом доме должен сидеть вменяемый человек, понимающий глубину всех этих проблем и целенаправленно их осуществлять. В практическом плане здесь ставится вопрос о ноябрьских выборах этого года. Для осуществления этой стратегии категорически необходимо, кстати, генерал Кларк, он так традиционно, как и большинство высших военачальников, симпатизировал республиканцам. И вот теперь он так ставит вопрос. То есть Трамп не должен быть президентом, следующим президентом Соединенных Штатов Америки, иначе все это летит, и все. И все тогда, господа. Всего этого не будет. Вся система будет пущена под откос, и нас ждут суровые времена. Поэтому вот эта идея о том, что Трамп вместе с Байденом как-то так дружно должны отойти в сторону, с моей точки зрения, очень и очень актуальна. Так, по большому счету, на карту поставлено, ну, если не все 100%, то очень и очень много. Но Байден даже бог с ним. То есть у него, я вам скажу, он был великий политик, по большому счету. То есть то, что он сделал в плане внешней политики, такого в политике Соединенных Штатов Америки не делалось со времен Рейгана. Я имею в виду настолько связанная, умная, сбалансированная концепция. Возраст, да, возраст. И, наконец, выводы. Быстренько я вам зачитаю свои выводы из того, что я вот вам рассказал. Возросла динамика перемен в мире. Соединенным Штатам необходимо обеспечить преемственность своей стратегии, вне зависимости от того, кто у власти. Поэтому, значит, нужно или продлевать срок, тоже не вариант. Если кого-нибудь дятел окажется в Белом доме, то все пропало. Дилетантов нужно держать вне внешней политики. В чем проблема вот того же самого трампизма? Трампизм – это ахлократия, то есть это власть толпы, когда он возбуждает самые низменные идеи малообразованных толп людей, а потом, значит, он их и осуществляет. Это самая страшная форма власти, которая приводит к краху всего государства. То есть сейчас Соединенные Штаты в шаге от нее. И вот это самая главная проблема сейчас всего мира. Победит ли ахлократия в США на этих выборах в результате победы Трампа? Или же нет? То есть это врожденная форма демократии, да вообще государственного правления. Это ситуация, когда толпа, то есть охлос, постоянно попадает под влияние демократов, то есть демагогов, политиков, которые, значит, ее возбуждают, а потом, значит, толпа уже заставляет политиков осуществлять то, чего они только что наболтали в ходе своей предвыборной кампании. Ахлократия характеризуется тем, что в ней появляются демагоги, управляющие мнением народа и направляющие массу людей на должностных лиц государства. Она обычно возникает в кризисные переходные периоды общественного развития, когда активизируются маргинальные, деклассированные группы населения. Вот это то, что происходит в Соединенных Штатах сейчас. Но процесс очищения и противодействия этой тенденции, он начался он явно проявил себя в ходе голосования в Палате представителей по вопросу о помощи Украине. То есть, если Украина победит, то она спасет не только себя, она спасет не только Европу, она спасет весь цивилизованный мир, который сейчас зависит от того, победит ли ахлократия в Америке, или же с ней будет покончено. То есть трампизм – это угроза демократии, Соединенным Штатам Америки и всему миропорядку. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео.
Слава Украине и вооруженным силам! Враг будет разбит, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как обычно, выдержки, мужества, твердой веры в нашу неизбежную победу. До новых скорых встреч!